Добрый день! Сколько женщин-исполнительниц блюза мы можем вспомнить сходу? Пожалуй, первое имя, которое приходит на ум, это Дженнис Джоплин. И только затем начнутся поиски в своем сознании других имен, причастных к этой музыке, представительниц прекрасного пола. Среди них Грейс Лик из Jefferson Airplane, Джоан Шоу Тейлор, ну и, конечно, настоящий голос страсти Бет Харт. Бет Харт родилась в 1972 году в городке Пасадена, что недалеко от Лос-Анджелеса. В семье, где все любили музыку настолько, что уже с 4 лет ребенка усадили за фортепиано. Девочка воспринимала занятия с восторгом и видела перед собой карьеру классической пианистки и даже оперной певицы. Начиная с классических произведений Баха, Бетховена и Рахманинова, девочка вскоре переключилась на современные композиции и подбирала по слуху бессмертные хиты Этты Джеймс, Отиса Реддинга и группы Led Zeppelin. Позже Бет вспоминала, что с творчеством джазовых исполнителей ее познакомила мать, любившая отдыхать под музыку Дайаны Вашингтон и Билли Холидей. А любовь к агрессивному року появилась из-за отца, который оставил семью, когда будущая певица была еще подростком. Семейное счастье родителей Бет Харт было разрушено, когда ее отца посадили в тюрьму за хранение наркотиков. И вскоре родители развелись. В то время Бет вместе со старшей сестрой сами пристрастились к наркотикам. В одном из интервью певица так рассказывала об этом периоде своей жизни. «Я сошла с катушек, уже когда мне было 11 лет. Мы с сестрой безумствовали по полной. Она умерла потом от передозировки. Если бы не занятия музыкой в школе, наверное, меня бы сейчас тоже не было». Пережив расставание родителей и чудом удержавшись от дурного влияния дворовых компаний, Бет окончила школу и поступила в Академию искусств в Лос-Анджелесе на курс вокала и виолончели. В мегаполисе перед ней открывались большие возможности для реализации ее таланта. Первыми попытками приобрести популярность и поклонников были выступления перед открытыми микрофонами в клубах. Публика сразу ее полюбила, а вот педагоги эти ночные занятия, особенно в ущерб дневным, не одобрили. И из училища Бет в конечном итоге выгнали за прогулы. Эта ситуация не огорчила начинающую певицу. Уже в 1993 году у Бет была сплоченная команда. Собственный материал и, что самое главное, менеджер. Звали его Джеффри Лей Тозер, и был он владельцем маленькой студии. Тозер загорелся и решил стать ее продюсером, менеджером и соавтором. Именно он сагитировал Бет поучаствовать в телевизионном шоу по поиску звезд. Так она согласилась, думала, пройду один раунд, другой и вылечу с треском. Кончилось тем, что она завоевала главный приз. Вдохновленный успехом, менеджер решил ковать железо пока горячо и отправил Харт в студию. Запись показала, что певица еще не совсем готова к студийной работе. Я была окрылена успехом на конкурсе, но в студии ничего не получалось. У Джеффри были богатые друзья, так что денег хватало, но он взялся продюсировать треки. А я потом плакала в трубку его подруги. Он убивает запись, это ужасно. Я почти не могла петь. Сведение было просто дурацким, и я чувствовала себя сущим ничтожеством. Сокрушалась Харт. К
К тому же выяснилось, что у «Триумфа» на телевидении была и обратная сторона. Да, певицу узнали. Она показала, что прекрасно умеет петь вещи Ареты Франклин с Дженнис Джоплин. И что еще важнее, исполнила собственный материал, стала увереннее в собственных силах. Но оказалось, что слава победителя очередной условной фабрики звезд совсем не то, что слава блюзовой певицы. Это считалось чем-то совсем не крутым. Либо у тебя серьезная карьера, либо ты поешь на конкурсе. Так тогда считали, вспоминает Харт. И лейблы почему-то обходили ее стороной. Записанный альбом канул в лету, да и сама певица не стремилась его раскручивать. И так Бет поняла всю бесплодность телевизионной славы и решила поискать счастье в прямо противоположном направлении – на улицах. К тому моменту сформировалась и окрепла ее команда. В ней выделялся уроженец Тель-Авива, недавно переехавший в Америку, бас-гитарист Тал Херцберг, признанный одним из самых популярных сессионщиков у себя в Израиле. Как и Харт, он поступил в музыкальный институт в Лос-Анджелесе, увидел Бет на сцене и... нет, не влюбился, но понял, что его музыкальная судьба отныне связана с ней. Что, впрочем, не помешало Талу впоследствии сделать карьеру студийного волшебника-звукорежиссера, сотрудничавшего с целой армадой поп-звезд от Бритни Спирс до U2. К сожалению, эта карьера безвременно прервалась в 2011-м. Тал умер от рака. Ему было 41 год. Ну а тогда третьим участником команды стал гитарист Джимми Хури, набивший руку на гастролях по Америке, а вот известности пока не снискавший. Все трое, подумав, приняли радикальное решение. Отныне команда будет играть не в клубах, а прямо на улицах. Точнее, на третьей улице города Санта-Моника, известном на всю Калифорнию местном варианте Арбата. Скоро одними из счастливых прохожих стали Дэвид Вольф, известный по работе с певицей Синди Лаупер, и Дэвид Фостер, композитор и будущий воротило шоу-бизнеса. И одним из первых его релизов стал дебютный, теперь уже по-настоящему, диск Beth Hart. Первый альбом сразу же принес Бет славу и приобрел статус мультиплатинового. Композиции из этого альбома стали хитами по обе стороны Атлантики. Харт вместе со своей группой отправляются на 9 месяцев в мировое турне. Тем не менее, творческие разногласия и ссоры преследовали музыкантов всю дорогу. И, вернувшись домой, они решают на какое-то время приостановить совместную деятельность. Певица так описывала свои впечатления от первого турне. Поездка оказалась настолько изматывающей, что нам потребовалось время, чтобы отдохнуть друг от друга. Я провела потом целых 1,5 года в состоянии тяжелейшей депрессии. И у меня было острое чувство, что это был провал. Покинув на время группу, Бет решает сменить обстановку и уезжает из родного Лос-Анджелеса в город Бирмингем, расположенный в штате Алабама. Там она отдает все свое свободное время написанию песен для нового альбома. Спустя 5 месяцев она возвращается в Лос-Анджелес с готовым материалом, чтобы записать второй альбом. К этому времени из состава ее группы ушли все музыканты, кроме Тала Херцберга, с которым они вместе направились в звукозаписывающую студию. Второй альбом получил восторженные отзывы музыкальных критиков и благосклонную реакцию публики.
А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов, а в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. После этой записи Харт захотела расширить свои творческие интересы и начала предварительную работу с режиссером Ричардом Доннером для съемок фильма о жизни Дженнис Джоплин. Однако Бет Харт отклонила предложение роли в фильме, так как почитала, что игра в кино ей не подходит. Вскоре певица получила приглашение пройти прослушивание для участия в мюзикле о Дженнис Джоплин. Она с радостью ухватилась за возможность выступать на большой театральной сцене. Мюзикл был восторженно встречен зрителями. На волне успеха в октябре 1999 года Бет совершает благотворительный концертный тур по Америке, целью которого является сбор средств на поддержку музыкального образования в школах и помощь молодым исполнителям и композиторам. Тем не менее, успех и слава, сопутствовавшие певице, стали причиной усугубления ее алкогольной и наркотической зависимости. Впоследствии Бет вспоминал: «В том году я пролежала в 5 больницах, и это не считая наркологических клиник. Все было настолько плохо, что я помню, как мой психоаналитик посоветовал мне уйти со сцены». В 2003 году Бет выступила в качестве бэк-вокалистки песни группы Deep Purple, выпущенной на их альбоме. Несмотря на успех, Бет опять одолели демоны, и борьба с ними привела к большой паузе между полнометражками. Но после карьера певицы снова пошла в гору. Харт смогла взять себя в руки и записала сольный альбом, ставший прорывом на европейском музыкальном рынке. В 2005-м Харт сотрудничала с группой Toots Thielemans и выпускала CD и DVD с собственными концертами. Однако ей все еще мешает ее наркотическая зависимость. Она не дает ей возможности работать в полную силу, и певица решает пройти курс реабилитации. Тяжелое детство и нестабильная семейная обстановка наложили отпечаток на личную жизнь и характер Бет. С детства, страдая биполярным расстройством, девушка усугубляла болезнь наркотиками и алкоголем. Именно в таком состоянии Харт познакомилась с будущим мужем, работавшим дорожным менеджером в гастрольной команде певицы. Молодой человек сразу проникся симпатией к девушке с ранимой душой и, по слухам, сделал ей предложение в наркологической клинике, где Бет проходила реабилитационный курс. Таким образом, он спас звезду от самоубийства и с помощью продюсера и друга Дэвида Вольфа продолжает удерживать Бет в состоянии ремиссии. В итоге в 2007 году, после значительного перерыва, она выпускает свой очередной альбом, состоявший из оригинальных песен и демонстрировавший новый виток в творчестве исполнительницы, свободный от депрессии и наркотической зависимости.
Став популярной и востребованной, Бет начала регулярно появляться в проектах именитых музыкантов. Еще в 2006-м она гастролировала с британским виртуозом Джеффом Беком, а в 2010-м ее услышали на iTunes-версии сольного альбома Слэша. В 2011-м Харт, имевшая в творческом активе 4 альбома, получила приглашение участвовать в записи пластинки прославленного блюзмена Джо Бонамасса. Благодаря равноправному вкладу в создание альбома Бет выбрала и исполнила каверы на любимые композиции Этты Джеймс, Бонни Брамлетт и Аретты Франклин. Сотрудничество музыкантов продолжилось в 2013-м, после того, как Харт записала диск под чудным названием «Bang Bang Boom Boom Boom». Новым совместным проектом стала пластинка Sea Soul, благодаря которой Бет и Джо получили номинацию Грэмми и были признаны одними из лучших современных исполнителей блюза на церемонии вручения Blues Music Award. После этого Бонамасса и Харт отправились в мини-тур по Европе и дали 2 концерта в Королевском театре Каре в Амстердаме. Эти выступления стали основой для многочисленных видеоклипов с участием дуэта и в 2014 году в полном объеме вышли на DVD и CD. About your sweet kiss and your warm embrace. По окончании гастролей певица приступила к работе над 7-м студийным альбомом и 13 апреля 2015 года представила его миру. Он был спродюсирован умирающим от рака Майклом Стивенсом. Харт очень переживала за коллегу и вынуждена была работать быстро. В итоге запись закончили за 5 дней. И несмотря на это, пластинка попала в топ европейских чартов и возглавила хит-парады Billboard и iTunes Blues. Продолжая концертную деятельность, Бет в течение года готовила материалы для нового диска, выпуск которого состоялся в 2016-м. Этот альбом получился очень интересным, а заглавная песня, просто одна из лучших в репертуаре певицы. В 2018 году вместе с Джо Бонамассой Бет выпускает очередной альбом и очередной успех. Особо выделю песню Damn Your Eyes. Изначально песня, исполненная Эттой Джеймс, типичная баллада чернокожей певицы, но как исполнила ее Бет Харт. В
В январе 19-го стало известно, что Бет пригласили на 40-ю церемонию вручения наград Blues Music Awards. Ее отметили в 3 категориях, среди которых самой ценной является номинация Би-Би Кинга, предназначенная для выдающегося эстрадного исполнителя или исполнительницы. В том же году Харт выпустила свой 9-й сольный студийный альбом. Он занял самые высокие места в чартах на ряде европейских рынков, в том числе в Великобритании, где он попал в топ-20, а также в Германии, где он попал в топ-10. Your mama, I'm not your wife. I'm not the one who make it right. Good girls, always alone. I got the bad woman blues. В 2021 году она анонсировала свой 10-й сольный студийный альбом. Он был выпущен в начале 2022 года, дебютировав под номером 1 в Нидерландах и стал ее сольным альбомом с самым высоким рейтингом в Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. Такая продуктивность в немалой степени обуславливается богатой, трагичной и смелой жизненной историей Бет Харт. Итог ее творческих поисков, потрясающая эмоциональность и гигантская экспрессия на живых концертах и в записи студийных работ. Все это является той самой изюминкой, которая и привлекает к ее творчеству все новых и новых почитателей. Thank you so much. Thank you. Thank you.